Но у меня есть такое ощущение, что сравнительный тест-драйв обновленного Prado и нового Land Rover Defender ожидали все и даже я. И прямо сейчас мы будем сравнивать эти два легендарных внедорожника. Вы смотрите программу «Две лошадиные силы». Меня зовут Рауль. Поехали! Я уверен, что огромное количество доморощенных снобов сейчас морщат нос и пишут комментарии в стиле: как можно сравнивать аристократический Defender с колхозным Prado? Ведь их пользователи — это разные аудитории и, можно сказать, разные миры. Возможно. Но так происходит только в фантастических грезах украинского дворянства. Информация от официальных импортеров, наоборот, весьма конкретна и реалистична. Новый Defender очень часто приезжают смотреть владельцы именно Land Cruiser Prado, потому что используют его для охоты, рыбалки и активного отдыха. Используют не потому, что не было денег на Defender, а потому что предыдущий Defender был слишком спартанским и менее универсальным, чем Prado. А Land Cruiser, да, легендарный внедорожник для аграриев, рыбаков и разных бивней, которые хотят охотиться на мамонта именно на Prado. Что касается моего отношения к Land Rover, между ризотто с черным трюфелем и молоком с социальным батоном я выбираю второе. И не то, чтобы я вырос в дырке в стене, но если ваш дедушка не придумал термин «шутинг-брейк», а вы по-прежнему считаете, что Ленка с соседнего многоквартирного дома — это и есть богиня экстаза, то не надо корчить из себя герцога Эдинбургского. Давайте поговорим не только про понты, а про реальные возможности автомобилей. Потому что если Prado или Def застрянут или сломаются где-то в джунглях Латинской Америки или в Сибири, то для ягуаров, крокодилов и разъяренных медведей ваше дальнее родство с генеральным прокурором Украины вообще не аргумент. Им сильно все равно также на кожу Напа, вибромассаж сидений и алькантаровые потолки. Но про понты мы тоже не забудем, потому что прокуроры в реальной жизни прискорбно редко застряют в джунглях, и их очень беспокоит наличие в автомобиле Apple CarPlay или, например, подогрева руля. А теперь давайте сравним мультимедиа и камеры на 360 градусов у обоих автомобилей. Графика от Toyota — это какое-то непрекращающееся харакири для пользователя. Причем ржавым ножом, который заражен сибирской язвой, ботулизмом и коронавирусом одновременно. Глядя на это буйство красок, сразу вспоминаешь консольные войны между Atari и Sega. Камера на 360 градусов? Такое впечатление, что она показывает тебе шрифт Брайля, который на ощупь ты должен визуализировать в своем мозге, минуя зрительный нерв. Можно ли вообще это сравнивать с графикой и камерой от Defender? Да, но это будет ужасный, низкопробный фантастический боевик, где самураи с катанами противостоят космодесантникам в силовой броне с цепными мечами и болтерами. Короче, короткое и кровавое кино. В оправдание Prado скажу, что у него таки есть Android Auto и Apple CarPlay. Но против логичного и простого интерфейса а-ля смартфон от Defender Toyota пока нечего противопоставить. Хотя есть. Японский одноклеточный стимпанк во время теста работал безотказно, а вот мультимедиа Defender пару раз подглючивало, что лечилось простым выключением зажигания. Вот, например, после того, как я чуть-чуть спустил колеса на нашем Defender, случилось настоящее горе. Мы потеряли колесо. То есть на картинке мы видим 3 колеса, которые есть в автомобиле. Мы видим запаску. Мы видим, что эти все колеса нужно докачать. Но правое переднее колесо у нас исчезло с радара. И я думаю, что человека впечатлительного это может крепко удивить и даже перепугать. Вот так вот на ровном месте потеряли колесо. Так что выходит, мы теперь без колеса едем. Визуализация вот такая. Страшно. Так что у нас, как всегда, борьба надежности и инноваций.
Наверное, с этого можно было начинать программу с фразы «Здравствуйте, вы смотрите программу «Две лошадиные силы» и с вами Рауль Правдоматкин». Потому что прямо сейчас мы показываем правду о автомобилях, которые находятся у нас на тесте. Как вы видите, автомобиль Land Rover Defender остановился перед препятствием, вытормозился в последний момент, но затем отпустил тормоза в надежде на то, что в состоянии инфаркта я внезапно приду в себя и как бы дожму тормоза. В общем, первая попытка у нас неоднозначная, но тем не менее автомобиль подал признаки жизни и автомобиль показал, что он умеет автономно тормозить. Теперь давайте попробуем сделать так, чтобы он умел автономно тормозить не препятствия, а самостоятельно останавливаться без вмешательства чужеродных предметов. А сейчас небольшая, но полезная рекламная пауза. Вы все знаете, что у нас есть партнер Hotline Finance, и в феврале у него прям настоящая раздача слонов, потому что скидки на страховку ОСАГО, на гражданскую ответственность, теперь минус 20. И это при том, что как минимум 80 страховых компаний вам предлагают свои услуги. Все это можно оформить и оплатить за 5 минут, а вишенка на торте заключается в том, что кроме вот этих 20% скидки, вы также получаете еще 50 гривен скидки, если заполняете промокод 2HP, 2 лошадиные силы, на Hotline Finance. И также, ребята, не нужно переживать по поводу того, что вот черт, в феврале у меня страховка еще работает, она у меня заканчивается в марте или в мае. Ничего страшного, покупайте сейчас со скидкой минус 20% и минус 50 гривен, а ваша страховка активируется именно тогда, когда вам нужно. Я надеюсь, что для вас это была очень полезная и нужная информация. Вот сейчас было хоть и прединфарктно, но на самом деле машина сама остановилась. Расстояние, посмотрим правде в глаза, сантиметров 50. Но тем не менее факт остается фактом. Defender срабатывает и система автономного торможения работает. К сожалению, мы не можем ехать на скорости свыше 30 км в час, потому что даже в комплектации за 80 тысяч евро за адаптивный круиз-контроль вам нужно доплатить. И вот тогда при включенном адаптивном круиз-контроле у вас также будет работать автономное торможение на высоких скоростях. Теперь, пожалуй, мы переходим к Прадо. Или нет, или третья попытка. Окей, давайте третью попытку, и мы еще все это снимем при помощи видеокамеры из самого Defender. Вообще, мне кажется, что скоро нам, журналистам, видеокамеры не нужны будут, потому что автомобили сами все прекрасно снимают. Вот такая фирма, малята. Мультик в реальном режиме времени. Если вы помните, я пообещал Тойоте не царапать автомобиль. Именно поэтому в тот момент, когда Toyota просигнализировала мне, что пора бы тормозить, но сама это не начала делать, мне пришлось подтормаживаться, потому что нам нужно сохранить вот эту вот краску для фотографов. Если бы я не начал сам тормозить, то, как понимаете, всю эту конструкцию мы снесли бы напрочь. Я не понимаю, почему не срабатывает тойотовская система. Сейчас делаем дубль номер 2. По каким-то причинам вот этот вот алгоритм не срабатывает или срабатывает до половины, потому что звуковой сигнал есть, текстовый сигнал есть, но машина сама тормозить отказывается. Может, не должна, хотя во всех инструкциях, во всех видеороликах она благолепно вытормаживается с фразой «смотрите, как я умею». Но, собственно, этим и отличается 3D-графика от реальной жизни.
Попытка номер 2. Второй заезд. Все у нас включено. PCS работает, чувствительность максимальная, скорость 20 км в час. Я забыл пристегнуться, но времени еще хватает. Не забывайте пристегиваться в своих автомобилях даже на скоростях до 20 км в час. Вот 20-ничек, мы едем. В далекие края. Едем. Нет, все то же самое. Я сам затормозил. Вторая попытка, все то же самое. Мне пришлось помогать автомобилю остановиться. Звуковой и текстовый сигнал был. Я сейчас последний раз включу активный круиз-контроль. Мы попробуем ехать со скоростью 30 км в час. Может быть, там что-то изменится. Может быть, какой-то алгоритм сработает. И на этом все. Короче, ничего не работает. Вот как не включай, ты как бы слышишь звук, ты видишь текстовое сообщение, но машина сама не тормозит. Ну, как-то так. Все, на этом. Я не являюсь каким-то мега-экспертом по бездорожью, но за 20 лет работы автожурналистом, конечно, я испытывал автомобили и в пустынях, и в горах, и в грязюке, и даже на украинском асфальтовом бездорожье, поэтому какой-то опыт имею. Defender у нас это полностью оцифрованный автомобиль. Калюжи, колеи, песок. Вот я сейчас мечусь между тем, что брать, калюжи, колеи, чи песок. И, естественно, я сейчас максимально высоко подниму наш автомобиль. У нас пневматическая подвеска с очень хорошим ходом. И это одно из главных правил. Как только вы выехали на бездорожье, включайте все, что только можно. Поднимайте клиренс, включайте блокировки. Потому что потом, когда вы застрянете, все это может вам не помочь. А правило 0 заключается в том, что прежде чем вы поедете через какой-то сложный участок, нужно выйти и ножками пройти этот самый спецучасток, для того, чтобы понять, как вы это все проедете. Если там какие-то камни, если там какие-то страшные ямы, которые вы не заметите или будет уже поздно, когда поедете. Поэтому первое, пешочком прошли, посмотрели, что вас ждет. Второе, включили все системы. И третье, вы должны четко понимать, зачем вы выехали на это самое бездорожье. Потому что последствия могут быть абсолютно неожиданные для вас. Мы, конечно же, подспустили шины и на Defender, и на Prado, а также попробовали все возможные режимы езды и траектории выезда из оврага. Но результаты были неутешительными, и здесь не лишне вспомнить 4 и 5 правило бездорожья. 4. Помните, что шины не менее важны, чем блокировки, клиренс и угол атак бамперов. 5. Альтернативный маршрут никогда не бывает лишним. Попробовал все режимы, ну как бы на таком песке, чем больше блокировок включаешь, тем быстрее закапываешься. Подспустил колеса, но особого эффекта не почувствовал, но застряли чуть дальше. Как бы. Все, скатываемся, поднимаемся по запасному маршруту, подгоняем Prado. На Змейке между Дефом и Prado разгорелась настоящая битва. Оба внедорожника выехали из 13 секунд. Результат Defender 12,8, результат Prado 12,64. Разница в десятые доли секунды, но Prado чуть быстрее.
Интересно, насколько сопоставимы результаты «Змейки» двух больших внедорожников с результатами условно-городских кроссоверов. Для этого давайте вспомним наш недавний тест японских кроссоверов. Все они на секунду быстрее наших валких друзей. Это серьезный, но ожидаемый отрыв. У наших монстров больше габариты, вес, выше клиренс, выше центр тяжести, а Prado вообще равны. Так что на Змейке и Prado, и Defender очень нормально себя показали. У нас новое препятствие – это подъем под серьезным углом. Обычно камеры скрадывают все эти драматичные картинки, но у нас здесь стоит насправді датчик, который показывает, под каким углом мы сейчас будем, например, спускаться. А вот я включу, например, Travel Control на минимальной скорости. Что нам даст это? Вот машина сама, без моего участия, выясняет, с какой скоростью нужно спускаться вниз, для того, чтобы мы не убились, не сорвались. И, пожалуйста, мы спокойно спустились. Так. Отлично. Посмотрим, насколько отлично вся эта история сработает в гору, но там я уже поеду без участия Travel Control, и мы будем видеть реальный угол всего происходящего. Так, для наших любимых визуалов я только что включил камеру, которая будет в реальном режиме времени показывать всю красоту и весь ужас происходящего. Это спуск вниз. А когда поедем в гору, то я обязательно включу, под каким углом мы будем подниматься, чтобы вы поняли весь героизм происходящего. Но для начала надо бы спуститься. Ну, мультик выглядит, честно говоря, интереснее, чем то, что я вижу в реальной жизни. Потому что компьютерную графику победить нельзя. Правда, компьютерная графика сейчас это выравнивает. О, отлично, отлично. Спуск горы, все работает корректно. Меня ничего не пугает. Вот вид сбоку сейчас включу. Вот он вид нашего автомобиля. Так. Даже я нажал на газ сейчас, при этом был активирован спуск горы, и все нормально. Машина не сорвалась в пропасть. Сейчас будем подниматься вверх. Defender 2020 года – это высокотехнологичный автомобиль. Для комфорта, безопасности и управляемости он вооружен системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response, пневматической подвеской с электронным управлением, системой адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics, системой динамического контроля устойчивости, а также системой предотвращения переворачивания и системой контроля торможения в поворотах. И это только часть списка.
Давайте посмотрим, как вся эта электроника и настройки подвески помогут автомобилю проходить переставку. Начинаем с 55 км в час, и здесь Defender выглядит весьма уверенно. На 60 тоже все хорошо, но мне катастрофически не хватает обратной связи на руле. Такое впечатление, что я пользуюсь недорогой игровой гоночной приставкой и должен ориентироваться лишь по картинке с монитора. В результате я упираюсь в планку в 65 км, которую Defender не преодолевает. А электроника просто входит в режим усмирительной рубашки. А вот что бывает, когда ты сразу после одного автомобиля с традициями едешь переставку на другом автомобиле с традициями. Эта переставка на 55 км в час демонстрирует всю глубину противоречий. На очень невысокой скорости я едва не убираюсь, а переставка перестает быть томной. Для адаптации мне даже приходится откатиться к 50 км в час, а потом таки преодолеть 55 и 60. При этом напомню, что у Prado пневматическая только задняя подвеска, а спереди обычная пружинная. Из систем для комфорта, безопасности и управляемости можно упомянуть систему стабилизации автомобиля, систему стабилизации положения кузова и систему распознавания знаков. Таким образом, не только я или съемочная группа, но и сам Prado легко распознал на переставке знаки в 65 и даже 70 км в час. И сделал это не лежа на крыше, а абсолютно в штатном состоянии, без какого-либо намека на кувырок через крышу. Удивительно, но в битве рамного Prado с Defender, у которого несущий кузов, побеждает рамный внедорожник, который априори должен проиграть. Так кто же лучше на бездорожье, Defender или Prado? На этот вопрос навряд ли можно ответить однозначно. Но очевидно, что Defender абсолютно не мешает отсутствие рамы. И это мы проверили не только на сравнительном тесте, но и в нашем путешествии «Худшие дороги Украины». Также очевидно, что Prado с рамой по-прежнему актуален в условиях бездорожья, когда важна не только проходимость, но и комфорт. Потому что и Нива, и Газик, и лифтованный Запорожец здесь тоже проедут. Просто на Defender и Prado даже здесь вы будете передвигаться с максимальным комфортом и устанете гораздо меньше. И это уже не говоря про безопасность. По ощущениям, энергоемкость подвески Prado гораздо большая, чем у Defa, зато последний не так скачет и подпрыгивает на ямах. Тормозим 60 км в час. Лучший результат Defender 11 метров 67 сантиметров. Худший результат 12,26. Средняя арифметическая по результатам 3 заездов 11 метров 93 сантиметра. Лучшее торможение Prado 10 метров 56 сантиметров. Худшее 11,29. Средний результат 11 метров. Счет на табло. А теперь давайте посмотрим, есть ли Land Rover и Toyota на Карбимбе. Напоминаю, что это сайт максимальных скидок на новые автомобили. Итак, мы заходим. Окей. Смотрим. Но Land Rover у нас нет, а вот по Toyota сразу видно, что предложение есть.
Это Toyota Corolla, это Toyota RAV4 и Toyota Price. Понятное дело, что Prado нету, потому что машина, вернее легенда, продает себя сама. Точно так же, как и вот этот вот крутой компьютер. Да, это новый ноутбук Predator игровой. Посмотрите на вот этот дизайн. Это же практически Lamborghini. Он полностью металлический, он классный, он дизайнерский. Я бы только из-за дизайна все это покупал, а не потому, что это мега мощная игровая история или потому, что здесь продвинутая система охлаждения. И посмотрите на вот эту вот клавиатурку. Посмотрите, как здесь меняется подсветка. Вот точно такую историю совсем недавно мы видели в новом S-классе, а теперь и в новом Predator. Так что, ребята, танчики сами себя не победят, а Predator в этом деле вам точно поможет. И, конечно, я очень рад, что теперь у меня есть вот такая вот продвинутая техника. Буду работать и буду играть. Вам советую того же. Мотор у Prado дизельный, это хорошо известный 2.8 D4D, но модернизированный. Теперь его мощность составляет 200 лошадиных сил и 500 крутящего момента. Японцы обещают, что теперь Prado выезжает из 10 секунд, то есть 9,9. Хорошо, подключаем Race Logic и разгоняемся. В результате 11 секунд. Это однозначно лучше, чем было раньше, но не 9,9. Объем мотора Defender скромнее, это 2-литровый турбодизель, но мощность 240 лошадиных сил и 430 ньютонов крутящего момента. Обещанный разгон 9,1. Разгон реальный 9,5 секунд. Здесь, Prado, ловить нечего. Но, возможно, более эластичный и больший по объему мотор Prado сможет противостоять моторчику Defender в гонке на 402 метра. И первые полметра на старте надежда была жива. А потом была растоптана надменным английским аристократом, который на финише навез Prado столько, что корпуса, ребята, считайте сами. А что с расходом? Включаем круиз-контроль на скорости в 90 и 130 км в час и получаем следующие результаты. Prado на 90 км 6,5 литров, на 130 11,8. Это очень даже неплохо. У Defender на 90 км в час вообще 6 литров, но на 130 расход возрастает до 12,5. Какие выводы я сделал по результатам этого теста? Несмотря на цифровую мощь, великолепные камеры и отличную пневматическую подвеску, Defender не выглядит доминатором на этом тесте. Как по мне, стимпанковский Prado дал бой Defender'у во многих дисциплинах. Но если японцы в ближайшие годы не выкатят свой смартфон с графическими дисплеями, крутыми камерами и полноценной пневматикой, то бог с ним с Prado. Туго придется даже Lexus'у, который к сражению с европейским премиумом готов только в разделе «Цена-качество». Но если вы не согласны с моим мнением, то пишите контраргументы в комментариях. Будет интересно поспорить.